Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будем продолжать делать нашу консоль. Вы, насколько видите, возможно, кто-то догадался, что мы сегодня будем делать. Сегодня мы будем подготавливать некоторые части нашей консоли к покраске. Дело в том, что я решил сделать, то есть не сделать, а покрасить те части консоли, которые я больше собираюсь модифицировать. То есть крышку я передумал, никаких подсвечиваемых логотипов пока что не будет. Возможно, когда-нибудь, если уже совсем делать нечего, может быть, что-то переделаем, но пока что я не собираюсь никаких логотипов других делать. Логотип стандартный я снял. Поставил вот наш пакетик, в котором все запчасти лежат, чтобы его не потерять, потому что мы его наклеим после того, как мы все это дело покрасим. Единственный минус, давайте его достану сейчас. Есть один минус, я не знаю, его можно маркером, по-моему, исправить. Минус в том, что вот на этом логотипе, сейчас я не знаю, вам видно, не видно, вот, на этом логотипе, вот тут вот есть красное, синее, зеленое и желтое, да? А между ними серый цвет. И этот серый цвет подходил под цвет этой консоли. А теперь не подходит. Я думаю, может быть, сделать свой логотип, то есть не, как получается, не этот использовать, а взять трафарет, ну не трафарет, а как его так сделать, на принтере, короче, распечатать и сделать типа наклейки и приклеить. Но тут место вот такое углубленное специально, сюда будет трудно его клеить, надо сначала будет это все тут место очень выровнять хорошо и все вот эти вот неровности заделать. По-моему, это будет очень трудно, но я не знаю, посмотрим, как с черным цветом это будет выглядеть. Если будет выглядеть некрасиво, то попробуем сделать свою наклейку. Но еще также эту наклейку будет очень трудно сделать в плане того, что получается, если мы будем ее делать, то она должна совпадать с размерами вот этого вот отверстия, потому что оно тут заранее есть подготовлено. Если он не будет совпадать, то будет, конечно, печально. Так, и давайте, собственно, что мы сейчас будем делать. У меня есть водичка простая, есть у меня несколько шкурок, достаточно хороших шкурок. Эти шкурки нам не пригодятся. Это очень грубые шкурки. Возможно, они, может быть, где-нибудь пригодятся в каких-нибудь труднодоступных местах. А в основном мы их использовать не будем. Будем в основном использовать вот такие вот, по-моему, 300-е шкурки. Очень такие хорошие. С водой они как раз самое то. Потому что если шкурить на сухую, то они будут просто царапать. А для этого нужно использовать воду, чтобы они более-менее очень мелко все зашкурили. Зашкурили для того, чтобы... Так, тут вы попали. Пакетик надо закрыть. Зашкуриваем наше дело для того, чтобы, когда мы будем красить, чтобы это все выглядело ровно, поскольку тут до этого были царапины, и царапины надо и спрятать. Ну, конечно, у нас за счет шкурки есть некоторые вот такие разводы, но эти разводы под краской видно не будет. Сделаем максимально шершавую поверхность, на нее также будет лучше намного лепиться сама краска, потому что если вот на эту вот более-менее такой половина глянцевую, половина шершавую, на нее плохо будет лепиться, а вот на эту вот 100% уверен, что будет хорошо. Пока что корпус мы не будем трогать. Корпус, возможно, я в нижней части еще доделаю. Я же должен был там еще, вспомнил, USB сделать отверстие для USB, чтобы перепрошивать его. Получается, там сделать отверстие, а потом уже нижнюю часть корпуса вначале покрасим, а верхнюю уже покрасим в самый последний момент. Покрасим ее тогда, когда уже я сделаю подсветку. Я вот насчет подсветки еще не уверен. Возможно, даже, может быть, покрашу, а потом сделаю подсветку. Потому что там именно в плане того, что подсветка вся будет все равно спрятанная, поэтому ее видно не будет. Но когда я буду работать просто с консолью, я могу краску содрать легко. Красить будем, я решил, что буду красить два слоя. То есть первый наносим, и потом вторым уже окончательно наносим. И потом я покажу, в принципе, наверное, как это сделаю. Так, и сейчас будем крышку эту всю шлифовать. Коробку я уже тоже зашлифовал, видите, тут никаких надписей нету. Получилось довольно-таки хорошо, вообще ни царапин, ничего нету. Вот отлично зашлифовал, мне нравится. И потом, когда покрашу, надеюсь, все тоже хорошо. Также внутри тут глянец. Глянец тоже надо будет подшлифовать. В принципе, эта часть кнопки не будет видно, но, не дай бог, там где-нибудь будет просвечиваться серый цвет, то будет выглядеть некрасиво. Поэтому нижнюю часть я тоже немного подкрашу черным цветом. И давайте, собственно, начнем.
общем-то, вот что у нас получилось. Покрасил я, получается, покрасил кнопку и покрасил крышку. Крышку уже примерил, как видите, выглядит, ну, по-моему, очень-очень классно. Именно сочетается с серым цветом, но потом мы все равно это все перекрасим, и все выглядит будет совсем по-другому. Но пока что мне нравится, это даже можно сказать в каком-то таком стиле. Я знаю, вот, допустим, вот, давайте опять же сравнение с машинами, так скажем. Получается, когда машину красишь, да, вот есть некоторые люди, которые по стилю даже, получается, красят, получается, разные двери, так скажем, с одной стороны синие, с другой, ну, короче, я не знаю, как это объяснить, двери красят разными цветами, и это потом добавляют туда какой-нибудь рисунок, и это стилизовано так. Также можно тут же так же сделать, получается, оставить, допустим, черную крышку, все ставить серым, но это уже мне не нравится, я уже как задумал, все черное, значит, все черное. Покрасил также кнопку покрасил только вот с верхней стороны, с нижней не подкрашивал, потому что смысла нет, оно все равно тут стерется, и это никому не видно. Самое главное, верхняя часть, давайте вот так ставим неправильно. Так, не, правильно все-таки оставлял. Вот такая вот кнопка, на ней уже есть отпечатки пальцев. Эта краска, поскольку она получилась достаточно глянцевая, я потом еще нанесу второй слой, потому что тут получилось, ну, достаточное количество царапин. Получается, она достаточно глянцевая, и поэтому тут видно как его отражение, и очень сильно хорошо остаются следы от получается, пальцев. Поэтому я хотел матовую покупать, но матовой краски не нашел. Ну, что есть. Потом закрашу вторым слоем, попробую, может быть, еще нанести сверху какой-нибудь специальный тонким слоем очень лак, если найду какой-нибудь баллончик, потому что кисточкой это нанести нереально ровно будет. Посмотрим, как это получится, и потом уже, скорее всего, на первых отпечатках столько оставаться не будет. Ну, в принципе, на многих консолях есть такая проблема, что отпечатки остаются, но это не критично, потому что консоль не предусмотрена на то, чтобы ее все время трогали. Она должна лежать где-нибудь там в углу, пылиться, и все остальные действия делаются только с ее дисководом и там USB-портами и всем другим, потому что обычно консоль особо не трогают, она где-нибудь там по телевизорам лежит, и ее никто не трогает. Также я изначально, если вы посмотрите часть, ту, которая была, изначально я попробовал покрасить вот такую пластиковую деталь. Это у нас нижняя часть от Dendy, оригинальная, кстати, Dendy. Она очень-очень старая, ей, наверное, лет, сейчас, чтобы не соврать, этой Соньке у нас получается 15 лет, а вот этому где-то уже 20 с копейками лет. Это оригинальная Сонька, ой, не Сонька, Dendy, она еще не моя, получается, мне она, так скажем, наверное, в наследство там от дяди или перешла, так что вот. И так что, получается, она не моя. И давайте, вот тут у меня был скотч наклеен, я специально наклеил малярный скотч, чтобы посмотреть. Вот так вот. Перекрасили мы эту Dendy, и видите, как вы видите, тут вот какой был цвет и какой он стал. По-моему, получилось очень даже красиво, очень даже хорошо. Это просто первая проба, просто так немного попшикал баллончиком посмотреть. По-моему, получилось очень хорошо, все распределилось классно. Вот внутри также я немного подпшикал, и теперь эта консоль даже преобразилась. Кстати, вот тут вот не смотрите вот на эти неровности, это как эти неровности и раньше были, это потому что тут были дырки, потому что я болты не смог открутить, мне пришлось из этого вырезать тут отверстие, и из этого вырезанного отверстия потом его заделать специальным клеем. И когда этот клей вот подрезал, оно получилось неровно, но все равно вот так вот это все дело задело. И теперь моя старая Dendy, кстати, про нее хотел давным-давно видео снять, но что-то не дошли у меня руки до этого. Сейчас покажу, в чем ее прикол. Так, давайте вот так закроем. Вот такая вот Dendy, как видите, тут прикол, то, что я когда-то давным-давно хотел ее снять, просто делать мне нечего было. Получается, тут наклеил всякие вот эти малярный скотч, наклеил на нем, ну, не наклеил, написал на нем всякие названия: Dendy Omega Over 3999. Тут вот включение-выключение, переключение для включения-выключения, типа донат, сразу же донат-система, просто вставляешь монетку и у тебя есть деньги в игре. Ну, короче, какой-то бред я делал, мне делать нечего было, джойстиков оригинальных, к сожалению, не сохранилось. Вот такая вот консолька. Кстати, я хотел ее снять с этими вот джойстиками черными, вот они сюда почти идеально подходят. Возможно, когда-нибудь эту консоль у нас будет как проект, но я не знаю, что с ней сделать можно. Она рабочая, она, ну, была не рабочая изначально, я ее сделал так же. Переопаял этот транзистор новый, нашел. Это не транзистор, это микросхема, скорее всего. Но я такой уже нашел и впаял сюда. И там несколько, получается, сопротивления поменял, и она начала работать. Получается, я не знаю, с этой консолью тоже можно будет как проект что-то сделать. Она уже начинает перекрашиваться. Ну, как я уже, видите, начал перекрашивать. Можно будет это доделать, это дело. А потом, возможно, можно, оставив оригинальное железо, сделать что-то свое. То есть, возможно, можно оставить, получается, вот это вообще ничего не трогать. Купить, получается,
картридж, который можно SD-карту вставлять, и можно на нее писать свой софт. То есть сделать ее тоже интересно, но это будет очень трудно, поскольку характеристики, вы сами видите, очень-очень слабенькие. Ну хотя, слушайте, 26,6 МГц, ну неплохо, кстати. У Соньки 37 МГц, ну, процессор. Но это не процессор, это другая штука. Ну, вот такая вот, кстати, вот процессор у нее. Вот он. Он на 16 МГц, по-моему. Это достаточно мощный процессор для того времени. В общем-то, вот такая вот штука. Не знаю, тоже, может быть, что-нибудь с ней сделал. Ну, как видите, вот что получилось. Очень все мне нравится. Давайте вытащим, покажу. Вот с этой стороны вот так вот вообще просто почти идеально. Единственное, что вот эту штучку спилила, она неровная. Но когда это будет закрываться, это видно не будет. Очень мне понравилось, как оно покрашено. Такое ощущение, что это пластик всегда был черный. Именно в вот этих вот местах это выглядит все реально. Вот такое ощущение, что он по жизни был черный. И вот так это все дело покрасилось. Очень доволен результатом. Получается. Ну, будем дальше красить. В следующий раз мы покрасим, получается, вот эту вот нижнюю часть, и порты заодно тоже немного подкрасим. Нижнюю часть, прежде чем красить, нужно вот тут вот сделать отверстие для перепрошивки, то есть USB сюда будет подсоединяться. И все, в принципе, в ней больше никаких модификаций делать не буду. Посмотрим еще. Вот эту наклейку надо будет как-нибудь аккуратно снять, чтобы потом ее поверху поклеить. Или как вариант заклеить ее малярным скотчем. Скорее всего, малярным скотчем заклею, не буду париться. В общем-то, вот такая вот покраска произошла у нас. Все очень хорошо получилось. Буду наносить второй слой. Ну, второй слой, наверное, наносить буду не на видео, потому что смысла нету. По сути, тот же самый процесс. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.